Всем доброго вечера, друзья мои. Хочу продолжить серию роликов под названием «Мемуары Водолея». Они войдут в книгу, и даже если я после сниму, то навряд ли они в скором времени будут изданы. Точнее, они может быть, через много лет, сколько мне дано еще быть на этой земле, могут быть переизданы уже с новыми происшествиями в моей жизни. Очень надеюсь, что не будет переиздания. Что на этом мои бедствия закончатся, и дальше будет спокойная, стабильная жизнь. Очень на это надеюсь, но в любом случае. Я села и подумала, на самом деле столько было в моей жизни происшествий, столько я еще не рассказала. Казалось бы, всего-то 45 лет на этой земле. Да, это не маленький возраст, но и не ого-го. Люди обычно пишут книгу о своей жизни, уже к концу жизни, 80-90 лет. Я до этого возраста не доживу. Я решила написать сейчас. Даже то, что я напишу и издам, этого достаточно вполне. Есть такие моменты в моей жизни, о которых самой даже помнить не хочется. Я понимаю, что с этим, если делиться с людьми, это им поможет во многом, но я считаю, что достаточно поделилась. Есть вещи, которые я оставлю себе. Мерзкое ощущение, вспоминая эти вещи. Итак, мои завистники день и ночь обсуждают мои мемуары. Знаете, что самое смешное, что ничтожные люди, которые не смогли бы пройти даже 10 доли того, что я прошла, сидят и обсуждают, что на самом деле это совсем не трудная жизнь. Что здесь трудного? Что ой, она книгу написала. Хотелось бы узнать вашу жизнь. Мне как-то так написала женщина, и я ее так знала, более-менее была с ней знакома. Она мне написала точно так же как-то после очередного откровения. Она написала под роликом, что ой, прям трагедия, трудная жизнь. Если там более трудные, что здесь трудного, ничего страшного в этом нет, и очень легко и просто это можно пройти. А я знаю эту женщину, у нее мама работала там главным бухгалтером на каком-то заводе в 90-е. Воровала так, что мало не покажется. Открыли свой магазин, дача, 2 квартиры в Волгограде. Отец был полковник во время Первой и Второй Чеченской войны. Огромные деньги брал за то, чтобы не отправлять детей богатых людей на войну. Она росла вся в любви. Муж был послушный, хороший парень. Абсолютная сирота, вообще родственников не было. Он жил с ними.
Отец устроил его на работу. Всю жизнь эта женщина вот родилась в любви, вся такая избалованная, единственная дочь. Ей купили родители послушного мужа, купили. Это покупка мужа называется. И такого, чтобы не было вообще ни родных, ни близких, чтобы даже близко никто не смел ей там что. Она как жила под крылом родителей, так и жила. Понимаете? Тихий муж, любящие родители, ни в чем не знала недостатка, ни одного дня своей жизни не работала, нигде. Купили ей диплом, купили ей магазин родители. Муж тихий, спокойный, а куда он денется? Всю жизнь просыпалась в обед, в пирах, в гулянках. Любовники были. Для души муж, то есть, точнее, для жизни муж, а для души молодые кавказцы. И вот так вот я знала эту женщину, я поняла, кто это. И вот эта женщина говорит, что есть люди, которые не то прошли, да, есть люди, но ты здесь при чем? Вот такие люди обсуждают твою судьбу, говоря о том, что здесь ничего страшного, тяжелого это и не видят они. Естественно, а когда сытый голодного понимал? Когда дочь богатой семьи, которая купалась вся в роскоши, не знала ни в чем отказа, и совершенно нигде не работала ни дня и никак не мучилась в своей жизни, может понять человека, который сам достиг своей вершины. Вот скажите мне. И вот читаешь такой, так смешно, думаешь, какие вы жалкие. Какие вы жалкие люди. Откровение, даже врага откровение уважают. Откровение, это значит, человек оголил душу, открыл душу, значит, доверил тебе, значит, посчитал тебя за человека. Это уважение к тебе, к любому, который в открытом доступе зайдет и послушает это, понимаете? И ты сидишь, злоупотребляешь этим доверием, и ты какие-то свои умозаключения жалкие делаешь, считаешь, что ты умнее, тебе виднее, как там. Все знают, с кем я должна жить, с кем мне нужно, кого мне надо любить, как мне надо вообще. Все лучше меня знают, что для меня лучше. Я люблю возвращаться к мемуарам, потому что это было время спокойствия, беззаботного детства, любви, безусловной любви. И я, конечно, понимаю, что у всех людей в воспоминаниях очень ярких, когда закрываешь глаза и вспоминаешь бабушек, ее сестер, как они приходили к нам в гости, их смех звонкий, разговоры, шутки. И это были живые люди, понимаете? Я их интонацию помню, их речь, до мелочей. Хотя я была ребенком, но мне очень хорошая память. Это мне во многом помогало, но во многом мешало. Когда хорошая память и воспоминания, но и боль очень ярко запоминается, не стирается. И дерево прям перед домом начинается огород, точнее сад. Очень большой, огромный сад, поскольку у меня дед был садовник и посадил очень много деревьев, он искал эти все сорта деревьев. Потом все село у нас это брали и сажали у себя. Виноград, там сорта виноградов заказывал. И прям двор заканчивается, там ограждение сеткой.
двери, ну, от собак, там, куриц и так далее. И заходишь, то есть идешь, уже идет вот этот сад огромный. Виноградники. Сейчас они одичали, потому что никто не занимается. Мой упрямый отец не согласился, чтобы там люди жили. Когда в доме живут люди, дом оживает, понимаете, он живет. Потом люди ухаживали бы за этим всем. Там тонны урожая каждый год. Конечно, они бы ухаживали. Королек, яблоки разновидностей, вишни, черешни. Ну, чего только там нету. И абрикос, и нектарины, и гранаты, и да все на свете. Но когда никого нету, сад становится диким. Их доверили это все родственникам матери, которые не захотели особо этим всем заниматься. Знаете, как выжили. Собирают урожай, собирают, но не ухаживают за садом. Ну как там, сколько лет он выдержит? Да, деревья могут и веками там быть, но они очень сильно меняется вкус плода, когда не орошают, когда не ухаживают. А дикий плод, он становится более такой кислый, невкусный. И приходится потом очень много лет приводить дерево в обратное состояние, чтобы он давал вкусные плоды. К сожалению. И вот это дерево, на котором висели наши качели. Хочу вам показать несколько видео, в каком был состоянии наш дом и сейчас в каком состоянии. Это сестра моя снимала, ездила года 2 назад. Да, там все обросло травой, но более-менее было нормально, скажем так. Еще можно было что-то сделать. И сравните, мне очень больно, правда, когда люди, знаете, как даешь им как бы разрешаешь, позволяешь им использовать свое имущество с условием, что просто будут держать в нормальном состоянии. И вот такое вот свинское отношение. Ладно, лучше бы чужим людям отдали, и люди бы этим пользовались, и ухаживали, и все было бы в порядке. Сейчас покажу. Года 2 назад она ездила. Вот это моя драконья гора. Да, заходи. Травой поросло, но в любом случае как бы нормальное состояние. Немножко надо привести в порядок. Убрать траву. Видите, какой он огромный каменный дом. Нет, туда не надо, не заходи, туда не будет. Не надо туда. Этот балкон. Вот горы. Да, заходи. И еще ездили туда, и время от времени там платили, просили, как бы и убирались. Все равно как-то порядок был более-менее. Это все деревья, которые посадил мой дед. Вот это большой тутовник. Нет, туда не надо, не заходи, туда не будет. Внизу Не были надо. дрова под лестницей. Кухня, подвал. Ну, как все кавказские дома. И сейчас хочу вам показать, в каком состоянии он сейчас. Да, заходи. Немного так, видеотека. Это дом брата моего деда. Вот они пришли
Ну, уже как бы мало ухода, оно видно сразу. Но более-менее там живут люди, все равно. Ой, я вот смотрю, здесь была свадьба вот этого человека, который идет седой. Это их отец, дядька мой. Вот здесь была свадьба на этом дворе. Мы внизу, точнее, мы на балконе стояли и вот смотрели, как маму их привели к нам, как сноху. Сейчас включу вам. Вот этот двор. Вот балкон наверху. Это кухня. Ой. Это они по моей просьбе сняли, отправили. Вот балкон. Он немножко уже заброшен, конечно, давно там не живут. Наш последний дедушка умер вот как раз недавно. Вот снимает Карина. Вот где я жила, вот тут я жила. Это своим Моё детям. село. Вот на балконе вот в этом выходили. Соседи. Горы. Видите, как красиво. Природа. Это могила моей бабушки. Той самой моей любимой бабушки. Сирануш. Которую называли Тырун. Это фотография, которая сделана уже в таком преклонном возрасте, вот ближе к 80 лет, насколько я помню. У нее настолько были густые волосы, и не седые, она же их не красила, что вот вместо платка, как, знаете, как шапочка надета. Это вот на старости лет, видите, какие тонкие черты лица. Раньше вот так вот делали такие огромные камни, такие надгробия. Это ее могила. Это деда моего и бабушки. Дед ушел в более молодом возрасте. А бабушка, конечно, в старости глубокой. Это брат моего деда. Вместе с женой. Вот это их могила. Это моего брата двоюродного Миша. Он был танцор. Ездил по всем странам с ансамблем. Танцор грузинских танцев. Очень замечательно танцевал. И у него так нелепо нарисовали. Там стоял отец, убрали его фотографии, нарисовали. Ну, тогда не очень так делали. 90-е годы. Ну, 2000-е, да, практически начало. И он какой-то такой получился. Вообще он был очень симпатичный, красивый парень. Ай, вот так вот ушел рано. Покажу вам дорогу к нашему дому. Здесь были деревья, их вырубили. Вот так вот идет дорога. И это ворота в наш дом. Здесь был огромный огород. Заброшенный уже весь. Вот видите, какая красивая вот просто природа перед глазами. Естественно, здесь было не асфальтировано, но было чисто. Рядом с воротами была скамейка, мы там сидели, игрались. Вот эта беседка сразу на весь двор. Виноград. Одесса сорт. Просто вам показываю, чтобы вы имели представление, о каком месте идет речь. Перед глазами. Вот буквально через 2 года тот же дом уже в плачевном состоянии. Вы знаете, мне не жалко, я бы отправила любую сумму,
чтобы его сделали. Вот там вот дом моей другой бабушки. Прям вот они вот. Видите, как близко они жили. Когда я говорю, что меня как обижали, я туда шла. Они прям рядом, как вот мы сейчас с Яной живем. Вот их дом. И я бы отправила, чтобы отремонтировали, но сделают ли? Вот в чем дело. Там нужен надежный человек, который реально это сделает, а не просто пользуясь тем, что я туда не поеду еще долго, вот просто возьмет деньги и как бы и все на этом. Вот дальше. Вот они. Уже с обратной стороны ворота. Вот наш дом. Там рядом огород. Видите, огромный двор. Это бак для солярки. Ой, кошмар. Так тяжело это видеть, вот реально, так больно на душе. Просто не могли просто элементарно убрать двор. Сгорело все, видите. И виноград уже весь высох. Но правильно, если не ухаживать, что там останется. Но вот невзирая на то, что столько лет прошло, вот дом выдержал. И он вот прям нормальный, понимаете? Он просто нормальный, какой был. Ему даже капитальный ремонт не нужно. Смотреть цветы. Вот как мы оттуда уехали, эти цветы там росли. Сколько лет прошло? 33 года, наверное, 33-34 года. Они каждый год, вот эти вот нарциссы. Видите, он в нормальном состоянии дом. Вот в вполне нормальном состоянии. Он еще долго будет в нормальном состоянии. Просто его надо немного привести в порядок. Вот здесь балкон, он был из кирпича. А потом бабушка моя там немножко переставила, убрали кирпич и сделали вот такой вот балкон. Видите? Это вот эти все, эти свинарники, курятники и прочее, уже все развалилось. И вот идет вот горы, вот до самой реки вот этот огромный сад идет просто. И там рядом вот дом моей другой бабушки, которой уже тоже нет. Вот так, друзья мои. Отдали родственникам в пользование. Видите, в каком состоянии это все. Все погибло. Все нужно начинать с нуля. Но родовое гнездо продавать нельзя. Мы не знаем, что будет завтра. Мир меняется. Когда-нибудь наши дети, может, поедут туда. Может, построят, может, используют как дачу. Сейчас лететь с одной стороны в другую, там пару часов времени всего лишь. И ты совершенно в новой обстановке, можно сказать. Мир уже стал, как бы, скажем так, очень доступный. Слишком такой, знаете, уже... Ну, это раньше переговоры какие-то давали, чтобы поговорить с родными, с близкими. Сейчас уже время такое, что все со всеми общаются, все летают туда-сюда, пару часов, и ты уже в другой стране. Все меняется. Может, лет через 20 мой сын там построит, не знаю, какой-то дворец на этом месте и будет ездить туда отдыхать. Больно это все, но уже ничего не сделаешь. Рядом с нами та самая, семья
Еленой, которую мы Елкой называли. Это их дом. Они были очень хорошие соседи и есть. И дети у них выросли очень замечательные ребята. Но они чуть моложе нас, в принципе, уже взрослые люди. Я уже и не помню, с какого места я остановила свой рассказ, но продолжу с того, с чего помню. Дальше вот идет такая большая дорога, и уже вторая часть села. Там уже у нас жил и живет сейчас уже, правда, старые люди. Ветеринарный врач, ветврач. Очень безотказный, замечательный человек с семьей. Девочки такие шустрые. Напротив жил человек, Андроник его звали. Он был и музыкант, и строитель, близкий друг моего деда, маминого отца. Они вместе приезжали в Россию, вместе здесь работали на стройке. Раньше бригады возили из Кавказа. Я рассказывала как-то про свадьбу джинов. В этом рассказе есть как раз про них рассказ, про двух друзей, ну и дальних родственников наших, потому что второй человек, Левон, который тоже играл на... То есть тоже музыкант, он муж моей сестры моей бабушки, то есть зять моей бабушки. А они тоже ушли, их тоже уже нет давно. Вот они так попали в эту свадьбу джинов и играли до утра. Это реальная история. Он долго не играл после смерти молодого сына. Я до сих пор помню, как сестра моей бабушки плакала. Ее звали Екатерина, Катерина. Но имя в детстве дали такое Цаца. Цаца. И вот так и называли Цаца и Цацик. До самой старости. Даже дети ее так ее называли. Когда здесь в России, привезли ее в Россию, и она болела, и медсестра делала укол ей, и там сказали: Цаца, ты что-нибудь будешь есть? И она говорит: почему вы ее так называете? У нее же такое красивое имя, Екатерина. Что за Цаца? Ну, так привыкли. Вот Цаца вот эта была очень красивая женщина в молодости. Просто картинка. Я вот смотрю на их фотографии моей бабушки, прабабушки, маминой стороны, там, отцовской стороны, в общем, их сестер. Вы знаете, это женщины, которые понятия не имели, что там за помада, пудры, вообще даже близко не знали такие вещи. Но такая невероятная красота от природы, просто блестящая чистая кожа, огромные глаза, ресницы. Если так посмотреть хорошо, ощущение, как будто они накрашены. И это не ретушированные старые фотографии, которые есть. Это любительские были съемки. Тогда у них там кто-то был родственник, который оператором был, и у него и фотоаппараты были. И он их фотографировал. И вот это все осталось. Это очень много альбомов. Именно его фотографий. По-моему, Гриша его звали, Григорий. И он всех их фоткал, вот любил фотографировать. У нас тоже есть эти фотографии, им сделанные. Невероятно красивые люди. Вот их внутренняя такая вот сиятельность какая-то. Я понимаю, почему, с одной стороны. Знаете, тогда люди были другие. И очень сильно внутренний мир, духовный мир влияет, и на лицо человека проявляется душа, качество людей. Другие были люди. И экология, и
взаимоотношения между собой. Не самые легкие были годы, конечно. Революции, геноциды, потом Первая мировая, Вторая мировая война. Ну, первая до революции была, да. Люди эти прошли войны, катастрофы, репрессии, годы красного террора. У нас в селе там сколько пропавших без вести, сколько ветеранов. У нас маленькое наше село. У нас есть памятник, мы 9 мая каждый раз всей школы шли туда, возлагали цветы, читали стихи и так далее. Ну, естественно, тогда мы не понимали всю серьезность. Вот надо было и шли, вот эти люди погибли ради нас, за нас. Ну, как-то мы не понимали, ну да, погибли, была война, не доходило до конца. Потом, когда сейчас вспоминаю, там были молодые лица, там были медсестры. Там у нас напротив жила Варсеник, у которой Арменак, муж так и ушел. Она вышла замуж 17 лет, родила 2 детей. Ей было 19, когда муж ушел на фронт и погиб. Он погиб в Керчи. И вы представьте, вот эта Варсеник, грузинка, причем с армянским именем, называли ее Гого. Девушка, женщина, барышня. Грузинское обращение к женщине Гого. Девушка. И вот она до самой старости, она умерла под 90 лет. С 19 лет до 90 лет она была абсолютно одна, растила детей, как все кавказские женщины. Конечно, не вышла замуж она. Так она еще воспитала падчерицу свою от мужа. Это вот вы представьте просто эту жизнь. Со свекром, свекровью. Мужа нет, молодая девушка, ну, женщина молодая. Мать 2 маленьких детей. Поставила их на ноги. Вырастила. Как жила эта женщина? Когда она приближалась к 30 годам, может, тосковала, может, ей тоже хотелось мужского внимания, любви. Она не понимала, что этого не будет. Ну, тогда были другие люди, по-другому были воспитаны. Это было неприемлемо, это было невозможно. Все, муж умер, считай, все. На этом жизнь заканчивается. Еще и в селе. Какой там муж, какие любовники, о чем. День и ночь работали. Сутками. С утра уходили, вечером. И она построила огромный дом. Это же ее, как бы, усилиями хозяйство держала. Ее снохой была наша директриса когда-то, а потом учительница истории Мария. Она вся такая культурная, она не заходила ни в огород, никуда. Эта женщина трудилась, делала, но она была счастлива, что ее сноха там учительница, понимаете, всем на зависть. Внуки родились. Огромные огороды, хозяйство. Это я к тому, что когда говорят, ой, я была молодая, ой, у меня там была тяжелая жизнь, поэтому вы не понимаете, я сломалась и так далее. Это желание женщины, человека встать на ноги, поднять своих детей, понимаете? И это желание творит чудеса. Неграмотная 19-летняя сельская женщина, молодая, с детьми, вдова. И еще один ребенок от прошлого брака. У него там жена первая умерла. И все сделала просто. Жила нормальной жизнью. Средней жизнью. Коровы, козы, не знаю, сытая, нормально сельская жизнь. А как она смогла и сделала? И там старые, очень старые были родители. Родители тоже недолго прожили после сына. То есть она совершенно одна была в этом селе. Она туда вышла замуж. У нее не было родных, близких, никого. Это вот сила воли человека, это желание, стремление к жизни, понимаете? Ради своих детей она поднялась. Вот такие были судьбы у этих женщин. Если дальше пойти у нас в селе,
семья богачей, которые наши однофамильцы и дальние родственники. Сейчас эта семья в Волгоградской области владеет там заводами, очень богатые. Богатые там у них братья, несколько, сколько человек, 5 человек, что ли. Ну, в общем, богачи. Как-то они собрались, они еще в 90-е наняли самолет и прилетели, праздновали золотую свадьбу родителей. Очень богатая семья. Но они все были сироты. Они 2 брата и сестра. Они все в селе богачи. И их дети тоже. А изначально, знаете, что у них случилось? У них мать в то время нельзя было... Ну, то есть в то время было опасно делать аборты. Родители друг друга очень любили. И мать после аборта пошла стирать белье на речку. Это рассказ взрослых людей. Простыла. Потом у нее началось заражение крови, она умерла. И отец покончил с собой. И они остались сироты. Их раздали по родственникам. И бабушка моя рассказывала, что вот этот один из мальчиков, Ашот, значит, он жил у дяди, и что-то он сделал, что-то он взял, съел, что ли. И этот дядька ударил его черенком по голове. И, говорит, он схватился за голову и как начал: «Мамочка моя, помоги, мамочка, помоги». Говорит, я до сих пор помню вот этот крик вот осиротевшего ребенка, которого еще и бьют за то, что он что-то съел, понимаете? И она говорила, что мне так стало жалко его. Хотя они, одного возраста люди. Так вот этот вот мальчик, которого били, который не доедал, он стал один из богатых людей в нашем селе. И сестра, и второй брат. Они все стали богатейшие люди. И его звали Ашот, брата Георгий. А сестру, 2 брата и сестра, а сестру Амалия. Они, их все сыновья в 90-е годы в России были цеховики, а потом открыли свои заводы, и до сих пор это идет линия богатых людей. Я к тому, что, понимаете, неважно, какое было детство у человека, как он не доедал и так далее. Как-то он... Они работали здесь, они приезжали в Россию, они работали здесь на стройке, собирали деньги, что-то там открыли. Потом в 90-е можно было, они открыли цех, они сыновей отправляли, торговали. В общем, вот так всей семьей поднимались и поднялись. Поднялись, стали одни из влиятельных людей. Одна часть в России живет, другая часть у них в Греции живет, остальные в Грузии. Это богатая семья. Так вот, свекровь моей тетки и вот этот, не буду называть, один из этих братьев, они очень любили друг друга. У моей тети была очень красивая свекровь. Она была шатенка, европейские черты, кстати, сыновьям передала вот эту красоту. Голубоглазая, светлая, абсолютно такая вся была, как воздушная женщина. Я ее помню, она умерла молодой, ей было 50 с чем-то лет. Даже, по-моему, 50 не было. У нее был рак. И она вот такая вся, знаете, красивая. Он ее любил. Он ее любил, и они уже хотели пожениться, но подруга ее, близкая подруга, сговорилась со своей матерью. В общем, они решили, позвали его к себе, напоили, и подложила она свою дочь ему.
Ну, ночью к пьяному парню подложили ее. И случилось то, что случилось. Утром он проснулся, и начали говорить, что он должен на ней жениться. Если он не женится, ты сам знаешь, что будет. Он был вынужден на ней жениться. Всю жизнь ее ненавидел, бил смертным боем. И когда я в местной газете нашей диаспоры прочитала о том, что как они любили друг друга, встретились, о родителях рассказ, мне было так смешно. Любили друг друга, он презирал ее. Я даже помню в старости, они выходили, сидели возле школы, они жили напротив школы. И он так оскорблял ее, он так унижал ее. Эта женщина, раньше времени постаревшая, вечно больная, без настроения, на ее лице не было улыбки никакой. Он ее ненавидел всю свою жизнь. Приводил любовниц, приводил свою русскую любовницу туда, из России. Она жила у них, она приезжала туда как на дачу. Он заставлял служить ей, он заставлял там постель стелить, кофе им приносить, чай приносить, когда она лежала в постели с ним вместе. Вот так издевался он над ней. Это страшно. Это страшно, когда люди вот не понимают, что если ты хочешь этого человека, ты хочешь быть с этим человеком, но этот человек тебя не любит. Более того, они знали, что он любит ее подругу. И ты подстраиваешь все так, чтобы у него не было выхода, и он на тебе женился. Понимаете, это молодость. В молодости кажется, что как там стерпится, слюбится, он полюбит меня, я буду хорошей женой, заслужу эту любовь. Не будет этого. Человек, если тебя не любит, и тем более мужчина, которого заставили жениться, он же всю свою ненависть будет изрыгать на тебя. И вот когда выдали замуж свекровь моей тети, она, конечно, ее не было тогда на свете, но слышали эти все рассказы старших. Когда ее выдали замуж, она передала записку ему, попросила передать через парней знакомых: «Укради меня». Представляете, вот какой вы? «Укради меня, давай сбежим». Но он не решился. Там уже дети были у них. И всю жизнь, я уверена, что он любил ее, всю жизнь за ней смотрел, всю жизнь наблюдал, они рядом жили. И всю жизнь ненавидел эту женщину. И приходил, издевался и глумился над ней. Именно потому, что он лишил ее вот этой великой любви. Вот такая вот была любовь у них. Ну, она вышла замуж за свекра моей тети, родила сыновей. А старшая дочь очень похожа на мать. Рануш ее звали. Если так перевести, огненная дева. Правда была огненная. Очень красивая девушка. Они поехали на похороны знакомого какого-то. И наверху лежал этот покойник. А ее попросили, мол, иди, дочка, там принеси что-то, там надо было принести тарелки или что. Она поднялась туда, и когда она зашла в комнату, где он лежал, у покойного глаза открылись, и он посмотрел на нее. И вот эта вот Рануш сошла с ума от страха. Она вскрикнула, убежала, потом за ней все выбежали во двор. Что случилось, что он... Она сказала, что он встал. Он встал, он живой, он на меня посмотрел и так далее. Ну, в общем, ее успокаивали. Через некоторое время у нее начались видения, звуки, голоса. Она стала сбегать из дома. Пыталась задушить своего младшего брата. Ну, крышу снесло у человека. И отвезли ее
Сумасшедший дом. Тогда возили, не спрашивали никого, как сейчас. Пытались лечить, ей становилось легче. Возвращали домой, потом опять ей плохо становилось, ее опять возили туда. У нее кризис начинался, ее там сумасшедшие эти били. Она жаловалась и так далее. И, в общем, врачи позвонили или через кого-то сообщили, что надо приехать, что она умирает. Они поехали, она матери сказала: ты Гришу, это моей тетки муж, ты Гришу женила, а я старшая. Я должна была первая выйти замуж. Почему ты его женила, а меня замуж не выдала? Сказала: мама, пожалуйста, выдай меня замуж хотя бы в день моих похорон. И ее похоронили в этом фате, в общем, в одеждах невесты, в наряде невесты. Она вот перед смертью это попросила. Это была такая страшная боль для нее, очень жуткий удар. После этого эта женщина через некоторое время, у нее началась онкология. Она, по сути, молодая ушла. Она умерла молодой. Мы ходили ее проведать. Там все пришли, сидели. Меня это раздражало. Как вороны. Вот прям все пришли, все родственники, все в черном, все такими лицами, всем плохо. Но это на Кавказе вот так принято. Вот как бы это как-то уважение, но на самом деле это давит на психику. Человек еще живой, как будто пришли, все сидят, как вороны, и говорят: ну давай уже помри, чтобы мы пошли уже по своим делам. Сколько можно ждать? Уже плачут, она еще живая, там разговаривает, ей уколы делают. И вот когда опаздывали уколы, у нее начинались жуткие боли, она там проклинала эту медсестру, куда она пропала, чтобы она провалилась, почему она не едет. Вот она приезжала, там делала ей укол, ей становилось легче. Она вспоминала младшего сына, который был в России, как у него дела, когда он приедет. А другой сын, начальник колонии был, он подполковник или полковник, сейчас точно не помню. Его подставили, посадили в тюрьму. Она и это просила, звонила, писала письма, что, может быть, отпустят, придет меня проведает перед смертью. Не отпустили. Вот. Но на него жалобу накатал или что там. Ну, в общем, через дорогу их сосед. Он что-то у него попросил, потом пошел на него, заявил в милицию. Ну, его задержали. Какую-то служебную, в общем, проверку провели. И она всю жизнь его проклинала. И знаете что? Она сказала: как вот моего ребенка ты посадил в тюрьму ни за что, чтобы твои дети друг за другом поумирали. И через некоторое время у этого человека внук один обварился, мальчик, на себя опрокинул чайник, обварился. Потом еще один ребенок у них погиб. И у дочери, старшая дочь, беременная, маршрутка перевернулась, все живы остались, вышли, а вот она вот именно в ее сторону ударила, она погибла. Причем беременная. Поэтому остерегайтесь причинять боль людям, тем более зная, что эта женщина была больна. Вот так пойти такое сделать, такую подлость. Там какое-то нарушение он ради него допустил. То ли свидание пустил к человеку, которому нельзя было запрещено, а он позволил, понимаете, по просьбе. И они пошли как бы и попросили, он помог, и пошли на него заявление написали. И, естественно, с этим всем было строго тогда, его сразу же лишили должности, посадили. Вот что случилось. Вот. И она так и не увидела сына, он сидел, она умерла. Тяжелая история. Незадолго, ну, то есть немного прошло после смерти дочери, и она тоже ушла следом.
У их родственников в роду была женщина, лилипутка. Женя ее звали. Ну, такая родилась. Когда была молодая, приезжали, хотели забрать ее в цирк лилипутов, отец не позволил. И очень зря. Она бы и семью создала, и зарабатывала, может быть, стала бы известным человеком даже. Не пустили ее. Раньше собирали таких людей необычных. И как цирковые артисты. Ну, и что в итоге? Она сидела в доме отца, потом в доме брата, как бесплатная прислуга. И когда там ездили сватать за их сыновей кого-то, ее не забирали, она обижалась. Не хотели показывать людям, что у них в роду есть такая генетическая, такой генетический сбой. У нас умерла прабабушка, мамина бабушка. Ну, уже старая была женщина, никто там не убивался. Ну, как всегда, с почестями, с уважением, естественно, оплакивали, хоронили. И у моей тетки дочка. Такая была непослушная, капризная, это ужас. Весь день там Лилия, по-моему, да, Лилия старшая. Весь день мы ее туда-сюда таскали, чтобы она успокоилась. В общем, женщины были заняты, она им не давала спокойно ничем заняться. И вдруг видим, что идет с другими женщинами, вот Женя. Вся в черном идет человек попрощаться. И она сидит, палец так вытянул, нацелилась, прям показывает на нее. Посмотрите, маленькая женщина идет. Я ей рот закрываю, она мою руку откидывает в сторону и орет. Посмотрите, маленькая женщина, вы не видите? Посмотрите. Люди уже забыли, что там мертвый лежит, уже все начали, значит, ржать. Я ее еле-еле вывела оттуда. Она оттуда рвется с этого, с комнаты, опять туда идет, чтобы ее рассмотреть. И вот эта вот Женя, ну, сейчас ее тоже нет, конечно, уже в живых. Она продавала семечки. Мы ходили у нее, покупали семечки. И она своими маленькими ручонками, там нужно продать, как бы мы даем 10 копеек, по-моему, я сейчас, или 5, я не помню. Это, черпает, в общем, так, ладонью и сыпет туда. Ну, у нее же маленькие ладони. На 10 копеек там выходит на 2 копейки. В общем, у нее там вечно скандал был с этими детьми. Они орали, мол, почему эта Женя все время продает, пусть кто-нибудь другой продает, потому что она своими руками туда сыпет, а руки у нее маленькие, а порции маленькие. Ой, блин. Вот так вот. Ну, такая была, знаете, себе в обиду не давала себя. Не скажу, что она такая бедная, несчастная была, побитая судьбой. Это возле нее любой гигант становился лилипутом, а она становилась гигантом. Вот ее характер был такой, что она любого могла опустить, а сама поднималась виртуально. Я всегда вот вспоминаю ее, думаю, это же надо вот так обладать таким железным характером. Она знала свой недуг, она понимала, что она дома осталась, никогда не выйдет замуж. Она понимала, что у нее не самое завидное положение, но она так себя вела, что можно было подумать, что все ущербные, кроме нее, что у нее все нормально и в порядке. И молодец, так и надо было жить. Я сейчас-то понимаю, что это была маска, понимаете, самозащиты. Это был способ выжить среди людей. Потому что наверняка в селе мы привыкли, знали ее, да, а куда-то поехать на рынок или куда-нибудь все время это показывали, смеялись. Люди жестокие, беспардонные, да,
тактичности ноль, могли прям показать, прям, ой, лилипутка идет, посмотрите и так далее. И ей нужно было выжить в этом мире. Она вот так вот держала марку. Но не все люди так могут, многие ломаются. Я до сих пор помню безногую женщину, азербайджанку. Так больно на душе, когда я ее вспоминаю. Рынок в Тбилиси, Лило называется. И мы с бабушкой, с мамой по-разному там ехали туда закупаться, что-то покупали к сентябрю и прочее. И вот я все время ее видела. Она не притворялась, она была безногая. И она просто ползала вот, на руках, так поднимая себя, и пела какую-то жалобную песню. И ей все кидали деньги, причем не на руки, а кидали. Она их собирала. Я могу понять, почему. Люди боятся. Боятся юродивых, боятся инвалидов, боятся людей неполноценных. И всегда издревле считалось, что если их коснуться, то это, это практически изгои, проклятые люди считались в древние времена, и люди боялись перенять их судьбу. Поэтому они так кидали ей эти деньги. И я взяла деньги, подбежала к ней, так ее чуть-чуть так, значит, толкнула за плечо, чтобы она обратила внимание. И она на меня посмотрела, и я ей положила на руку. Так пару секунд удивилась, что я не кинула ей, знаете, а положила на руку, и она мне сказала «сагол», то есть «спасибо», то есть «живи долго». И очень тяжело. Я просто плохо переносила такие вещи. Мальчика возили, у него лицо было жуткое, обезображенным, видимо, родился таким. Весь день потом пришла домой и плакала. Я еще с малых лет понимала, что этот мир несправедлив. Что вот этот мальчик же не виноват, что он таким родился. Но он на всю свою жизнь просто фрик, понимаете? Тема для шуток. Но он же не виноват, что он такой. Почему люди над ним смеются? Он же не выбирал такое лицо. Еще вот в таком возрасте задумалась, что у нас мир какой-то адский котел, где души приходят просто в этих телах, мучаются. Ой, да. Немного расскажу о своих учителях. Была у нас учительница немецкого языка Седа Ервандовна. Мы над ней подшучивали и говорили: Седа Сервандовна. Она была немножко глуховатая и не понимала, думала, что мы правильно говорим, а мы, сволочи, специально. Седа Сервандовна, можно выйти? Да, выходите. Она была старая дева, не с нашего села и с района, с городка, из интеллигентной семьи. Знала немецкий язык в совершенстве, вот учила нас немецкому языку. Ходила в шапочках таких, знаете, но для сельского населения женщина в перчатках, в шапочках, сами понимаете, сразу же ощущение вот этого бальзаковского времени. Она вот так ходила, у нее были... Это было видно, что это старинные вещи, бабушкины, может, 20-х годов. Немножко была такая городская сумасшедшая, скажем так. Очень умная женщина, очень начитанная. Но не по возрасту одевалась. Ей было там 60 почти. Она носила короткие юбки, у нее ноги были красивые, она их показывала. Яркие помады, цилиндры с этими вуалями. Вот так она ходила к нам. И мы вот, конечно, и любовались, и, как всегда, прикалывались, что интересно, а какой цвет шапочки сегодня будет у Седы Сервандовны? Вот, и она
на ломаном армянском говорила. Она была русскоязычный человек. Была у нас другая, Луиза Сергеевна. Она тоже была армянка, но мать была русская. Ну, у нее такая вот прям была украинская порода. Грудь, наверное, 7 размера. Вся такая, кровь с молоком. Блондинка, светловолосая, голубоглазая, полненькая такая была женщина. Не толстая, а вот такая, знаете, вот полненькая. И огромная грудь. И она всегда облегающая так одевалась. Бабушка моя, бесстыжая, опять пришла. Ну, к нам приходила, она преподавала нам русский язык и литературу. У нас замечательные были учителя, между прочим, очень высокого уровня. Поэтому многие из нас очень многого добились именно благодаря нашим вот сельским учителям, которые городским не уступали. Но для сельского народа, конечно, женщина, которая вот такая вся одетая, вся вызывающая, накрашенная, тут же, ой, наши мужики, как только Луиза Сергеевна выходила из автобуса, они были готовы там упасть в этой остановке, бирже, в центре села, там останавливался автобус, и она поднималась минут 10, значит, мы все шли в школу. Каждый раз. У нее там какая-то сумка такая легкая. Они все прибегают. Луиза Сергеевна, вам помочь? Она... Ой, помогите, пожалуйста, а то мне что-то я не могу спуститься. Они руку ей подают. Они... И бабка моя. Ой, чтобы они там не сдохли прямо перед этой Луизой Сергеевной. Ревновали женщины местные с натруженными руками. В своих этих косынках. Очень сильный контраст создавался, понимаете? Вот эта интеллигентная Луиза Сергеевна, которая грудь вперед, и все там у нее на месте. И вот наши сельские бабы, конечно, что мужики. И бабушка моя говорит, как бы она своими сиськами им глаза не выколила. Я говорю, не надо ее обижать, мы ее очень любили. Она была душа компании, очень добрая, очень веселая женщина. Я не знаю, где она сейчас, жива ли она. Ну, тогда она была молодая женщина, что ей по 30 лет, собственно говоря. Может, она и есть, все у нее хорошо. У нее была одна дочь, муж был, да. Но муж такой послушный, хороший, добрый. Возил часто на машине, но не всегда мог. И вот она вот приезжала в наше село, нам преподавала. Луиза Сергеевна. Такая вся. Фифа. Учительница биографии. Ой, биологии. Сначала ей дали биологию. Вообще она учительница армянского языка и литературы. Мы называли по старинке. У нас вообще учителей так называют, как в коммунистическое время. Товарищ. Товарищ Папьян. Она была очень строгая. Светлана. Ну, просто огонь. И говорила, когда придет время, она не стеснялась рукоприкладством заниматься. Била наших двоечников этими... Один раз сломала указку об голову ей одной девочке. Давид у нас был двоечник. Давид ее боялся жутко. Говорила, если я даже ночью вас разбужу и спрошу, как нужно в общем... Средиземное море, Дарданельский проезд, как он там называется. Потом мыс Бабела Мандела. Вот это все. Я сейчас помню, конечно, если я сейчас немножко подумаю, я воскрешу в памяти. Потому что она дралась на 7 шкур. Но мы лучше всего знали ее предмет. Все ее предметы.
география, биология, язык, литература армянский. Муж у нее был немножко не в себе человек. Ну, не очень нормально. Потом пил очень много. Она с ним никуда не выходила. Один раз в жизни, я помню, я даже удивилась. Она пришла на свадьбу моего дяди вот с этим мужем своим. Он так шел, и как Горбачев всем приветствие отправлял. Вот так рукой махал. Она его дергала, мол, хватит, прекращай, прекращай. А он так, здрасте всем. Вот, ну, такой был не в себе. Она стеснялась очень. Иногда они ссорились, он был пьяный. Закрывал ее дома, не выпускал. И если она опаздывала, мы уже были готовы под стол залезть, потому что мы говорили, 100% муж напился, ее закрыл, она шла очень злая. Очень в таком состоянии. Я вот сейчас вспоминаю, мне ее жалко. Я понимаю, что она срывалась, она была несчастлива. Это было время, разводы не допускались, да и некуда было и идти. Дети были взрослые, выдала замуж, стеснялась людей, понимала, что, понимаете, это очень большое несчастье, когда рядом с тобой ни опора, ни друг, ни муж, а какое-то существо, какая-то тряпка, какой-то непонятный кто-то. И у тебя нет защиты, у тебя нет мужа. Ты не замужем. Ты просто терпишь алкаша. И некуда деваться, некуда уйти. И вот когда он умер, она тогда прям расцвела. Он умер, когда ей было уже 50 чем-то лет. Она начала краситься, одеваться. Она начала смеяться, шутить. Я даже ее не узнала, когда мы поехали. Я удивилась, что это наш товарищ Папьян. Потому что ее нервная система отдохнула от этого человека, понимаете? И вот ее, если закрыли, она приходила. Это был трындец. Там каски эти все, указки, извиняюсь, ломала об столы, орала, кричала. Ну ничего, зато мы ее предмет знали хорошо. У нас были учителя математики, физики, муж с женой. Она очень конфликтовала с моей матерью долгое время. В общем, там у них нечто такое. Потом она написала письмо моему отцу с жалобой на мать. Письмо больше было похоже на любовное какое-то письмо. Мол, ты не знаешь, какая она моя душа тоскует, что-то вот такие вещи. И вот они это письмо потом сидели, всем коллективом ржали, читали. Я сейчас вспоминаю, думаю, блин, какие же есть тупые бабы. Ну, ты пишешь то есть на жену мужу донос. Ты серьезно полагаешь, что, как говорят, муж и жена одна сатана? Хотя мой папаша никогда и не защищал ее, и нас тоже. Но в этом случае, в любом случае, он и ее бы не защитил. Она ему никто. И вот они орали, муж и жена все время любили во время уроков орать, причем оскорблять учеников последними словами. И вот тишина, мы пишем сочинение или что-то еще. А на уроке по пьян нельзя было вообще звук издать. Слышно было, как муха там, значит, летает. Настолько все было тихо. И вот рядом с нами кабинет, где учитель физики, ее муж этой, а в другом кабинете, значит, она преподает математику. И было ощущение, что они между собой ссорятся, орут друг на друга. Она говорила: ты, парень, не понимаешь, такой тупой, сколько раз можно тебе объяснять, в твою тупую голову не заходит ничего. А он оттуда: девочка, ты чё тупая, сколько можно тебе говорить? И мы сидим, как будто они между собой ссорятся, понимаете, а они орут с двух кабинетов, как психопаты.
если звонок прозвенел, и мы заходили, ну, мы игрались в кабинетах своих, этих классах, сельская школа, и вот звонок прозвенел, и мы не успели выбежать, а был урок учителя физики, товарища Гриши. Так он этим журналом нам по башке дал. Всем, каждому. В очередь становились, кто не успел выскочить. И он так раз, и нам по голове шваркал, и мы, значит, выходили. Его кабинет, ну, заодно и 7 класс, по-моему, был возле окна, возле этого окна, там огород одноклассников моей сестры. Брат и сестра в одном классе учились. Они были с разницей в год. Их решили как-то в один класс. Хотя это неправильно. Лучше как положено. Потому что дети между собой ссорятся постоянно там. Ну вот, короче говоря, нас соединили эти уроки. Кто-то из учителей заболел, и нас соединили. Вместе мы провели эти уроки, 2 класса. Такая практика существовала. И когда он зашел, я принесла большую сумку конфет. Раздавала эти конфеты, и он зашел, звонок прозвенел, и он разозлился, значит, схватил вот эту сумку и вышвырнул через окно. Или я сейчас не помню, по-моему, он выкинул, да, потому что он несколько раз так делал. Может быть, и я тоже как-то... И сейчас уже стерла с памяти. Но, в общем, после урока мы этому Сереже говорим: Сережа, иди, принеси мне мою сумку с конфетами. Сережа пошел, вернулся, говорит: не могу найти. А там открыто, все, ничего нету. Одно дерево торчит, и, в общем, ну, что там было? Зелень, что ли, они там сажали. Там негде потеряться этой сумки. Он говорит, не нашел. Говорит, поискал, все перевернул, весь огород не нашел. На следующую перемену мы опять его отправляем. Сережа, иди, найди сумку. Сережа пошел, возвращается, не нашел, вытирает губы и говорит, ничего не нашел, говорит, все перевернул. Потом мы, когда уже повзрослели, он был женат, я говорю: Сережа, скотина, скажи правду. Ты эту сумку искал вообще? Говорит, я что, дурак? Говорит, полную сумку конфет вам принести. Я говорю, да ты, скотина, значит, ел его. Ну, говорит, не только я, конечно, но большую часть я съел. А нечего в мой огород сумки всякие кидать. Вот так вот Сергей сожрал. Но я однажды этого Сергея очень сильно побила. Мне так стыдно, если честно. Но он это заслужил. Он был высокий. Сволочь, он был высокий, я была маленькой. Ну, по сравнению с ним. Я поставила табуретку, говорю, Сережа, иди сюда. Он встала на табуретку, он говорит, что тебе? И как начала бить его, хлестать по щекам. А что я буду? Как я побью его? Он же высокий. Я просто встала на стул, говорю, Сережа, иди сюда. Он подошел, я начала его бить. Мы организовали гулянку такую. Уже взрослели, собирали продукты, все, деньги, что-то покупали и собирались у кого-то дома, проводили такие вечеринки. Ну, там и бабушки были, дедушки там ходили, смотрели. Ничего такого не было. Мы просто танцевали. Ну, мы хотели как-то, знаете, какое-то развлечение. Все-таки дети были. В 90-е годы холод, голод, света нет, ни черта нет. И вот мы собирались, там пели. Если на этих батарейках были эти магнитофоны, включали. И он мне что-то сказал, такой, мол, ничего себе у тебя фигурка, что-то в этом роде. Я подумала, что это великое оскорбление. Я его побила. Пришли к нам жалобы. А я делаю вид, что я сплю. Бабушка с мамой, в общем, они поговорили возле ворот с его матерью. Там ахали, охали, ой, я сейчас ей устрою. Пришли, я сплю. Они мне: спит, сволочь. Ну ладно, завтра поговорим. Я, естественно, поняла, что дело пахнет керосином, я вставать не буду. Я сплю, никак не просыпаюсь. Потом папаше моему сказали, первый раз в жизни он
заступился за меня. Ему понравилось, что я побила этого мальчика после таких намеков. В общем, он сказал, чтобы меня не трогали. Меня не трогали. Единственное, сказал, хоть бы мужчиной родилась, что ли. А то девочка... Ну, я вела себя как мальчик. Я там защищала детей. Они были, ну, практически сироты. Мамаша была, ну, в общем, давайте русским словом скажу, шлюхой она была. Вот, она сейчас уже умерла, видимо, переусердствовала. Не жаль таких людей. Родила 5 детей, они мало-мало меньше. Бабушка была как фашистка просто. Это когда-то я рассказывала, что у нас моей бабушки сноха Лиза вышла за ее брата замуж. И, в общем, наши мужики ей понравились. Она начала всех своих подруг выдавать замуж за наших сельских парней. И вот последний раз, когда она сосватала вот эту вот Ламару, такая страшенная, огромный нос, конопатая была женщина, страшная. Но я ее в молодости не помню, но и в старости она была жуткая. И вот фашистка натуральная, этих детей стригла, они спали, она хватала косы, ей стригла ночью. Вот просто вот такой вот, знаете, садистической наклонности человек. Весь день била, не кормила, выдавала все по таким... Паёк был. Мамаша этих детей приезжала, как будто не ее дети. Там она стеснялась с ними даже выходить. Какие-то мужики приезжали, ее возили. В общем, она гуляла. Тут, там. А эти дети росли как трава. Между прочим, выросли очень красивые девочки. И мы тайком с сестрой из дома носили там ручки, тетради, давали, жалко было. Сладости, конфеты носили туда. Я их защищала, потому что их били, а я шла, била тех, кто их бил. Такой характер был мальчишеский. Вот, и вот это вот Лиза последний раз сосватала эту Ламару за нашего сельского Жору. А Жора, говорит, такой был красавец, широкоплечий. Он, правда, был красивый мужик. Я его даже в старости помню, он высокий, здоровый. А это как это, блин, крысёныш. Ходила все время. Фу. И вот они сидят, значит, свадьба, вот это вот Ламара и этот Жора, вот красавица, и вот это страхолюдина. И бабушка моя сказала: Лиза, чтоб ты больше такой херней не занималась. Что ты творишь, твою мать? Кого ты привела сюда? Этому красивому парню, кого ты сосватала? Вот это были их внуки, собственно говоря. Был у меня и есть у меня одноклассник Артур. Мы как-то сидим возле их дома. У них, у деда было 3 братьев, они 4 брата. Один был трактарист, другой мельницу держал, третий еще что-то. Очень спокойный, очень послушный, очень преданный своим женам, настолько любящий своих жен, я редко встречала таких людей, вот реально. И все они между собой похожи. И у них, то есть... Фамилия у них была Давтян, а так их называли кузнецы. Это род кузнецов. Ну, в общем, от кузнецов. И работящие все, и фотографии есть как-то их молодости с их детьми, в общем, все братья с женами. Они все так вот за руку взятые, знаете, не избалованные мужики. Вот есть такая порода мужчин, они своих жен обожают. Вот одну полюбили, с одной спали, с одной родили детей, и всю жизнь вот преклоняются перед ней. Она единственная. Не гулящие, не вот эти шлюханы, извините за выражение, туда-сюда бегать и за той женой ухлёстывать. И вот эта вот семья таких вот мужчин, и дед ее, значит, Давид, мы там сидим, и он проходит мимо нас. И он говорит: а ну-ка, посмотрите на меня.
Вот я вам сегодня обещаю, вот я старый человек, а вы молодые. Но запомните этот день, как я буду на ваших свадьбах танцевать. Мы смеемся, он. Вот я вам сказал, запомните этот день. Я на ваших свадьбах так буду танцевать, что вы даже не представляете. Мне так, знаете, больно просто от того, что не увидели мы потом этих людей много лет, и 90-е годы пошли, холод, голод, блокада, все разъехались кто куда, войны, локальные конфликты, люди погибали. Было много горя, как сейчас. Вот дедушка Давид, добрейшей души человек. Добрейший, это был дед моего одноклассника. И бабушка у них Роза. Она была сиротой, и вырастили ее родители, ее матери. А ее дед был богатый человек, очень такой сильный, авторитетный. А отец ее был тогда еще комиссар полиции, да, сейчас нет этой должности. Так вот, дед заказал его за то, что он бросил дочь, а дочь после этого умерла с горя. Дед убрал его. Вот такая была семья Розы, бабушки Розы. Но она была очень хороший человек. Я ее помню. Только она разговаривала так специфически, что хрен поймешь, что она хотела сказать. Она мне один раз подозвала, говорит: ой, иди сюда, моя хорошая, иди. Я подошла, говорю: здравствуйте, а что такое? Вот это самое, скажи этому самому, чтобы это самое, а то я это самое, если того самого, я это самое, вот ему передай. Я вот до сих пор не знаю, кому я должна была передать это самое и того самого, чтобы не то самое. Вот прям буквально так мне и сказала. Проходит время, но я, конечно, ничего не поняла, кому что передать. Она сказала, отвернулась, и с этими бабами они пошли, значит, огороды там куда-то. Я стою в растерянности, кому самого этого самого, то самое надо было сказать. И через некоторое время опять прохожу, она мне: ой, моя хорошая, спасибо, он пришел, он все сделал как надо, спасибо, что передала. А кто что сделал, куда пришел, не знаю вообще. Ну, в общем, вот такие дела. Да, вот вспомнила. Так вот, один из этих их двоюродных братьев, тоже Давид звали, мой одноклассник. Он, правда, старше был, но на несколько лет он остался, потому что они из России приехали, он плохо учился, не успевал. Но очень хороший мальчик, добрейшей души Давид, вот просто замечательный парень. Мы его очень любили все. Но двоечник он был, что теперь делать? Он один раз даже сказал, я, говорит, боюсь много книг читать, говорят, что когда много читать, можно сойти с ума. Вот он очень переживал по этому поводу. Так вот, Давид накрасил губы, его одели вещи сестры и так далее. И пошли наши деревенские дураки прикалываться над нашим учителем физики, товарищем Гришей. Он пошел и с таким женским голосом писклявым: здравствуйте, я очень вот извиняюсь. Ну, в общем, он сказал якобы: ваш сын меня обманул, бросил. Вот он обещал на мне жениться, а сам этот учитель ничего не сказал, говорит: доченька, ты иди домой, завтра приходи, я с ним поговорю. У них там такие бои начались, а он еще не понимает, что происходит. Карен. Отец ему: ах ты, сукин сын, значит, ты уже взрослый, женщин обманываешь, я тебя сейчас... Он говорит: я не могу понять, что происходит, что он хочет от меня, каких женщин обманываю. В общем, он его выгнал из дома, сказал: иди ее приведи,
И завтра пойдете в ЗАГСе и поженитесь. Раз уж ты так вот уже повзрослел, вот и отвечай за свои поступки. Он вышел, эти придурки, ну, одним словом, он чуть не прибил их там, когда узнал вот этот случай. Потом очень долго обсуждали в селе. Не все поняли сразу. Он потом осознал, понял, поспрашивал, что происходит. Вот оказалось, что Давид решил так пошутить. И Давид боялся в школу идти. Пока там целая делегация не пошла, помирили их, поговорили. Он боялся появиться, боялся, что товарищ Гриша его прибьет. Как-то на Новый год я нарядилась Дедом Морозом. У нас Карина, такая полненькая девчонка, Снегурочкой стала, и мы пошли поздравлять всех. В общем, конфеты всем раздаем, поздравляем, и дошли уже до одного дома, там маленькие дети. Дверь открывает мальчик и говорит, такой хмурый такой на нас посмотрел, а ну идите отсюда, пока я собаку на вас не запустил, или как он там сказал. Мы ему, с Новым годом тебя, Дед Мороз, Снегурочка. Он такой, идите отсюда, я вам сказал. И отпускает на нас кавказскую овчарку. Я хоть и старый была дед, но летела как молодая. Отец их вышел, поругал его. В общем, Джульбарс сюда, Джульбарс этого. Джульбарса еле от нас оттащили. И я до сих пор помню. Так вот, я сделала вывод, что не надо делать добро, если тебя не просят. Потому что дело может закончиться Джульбарсом. Это хорошо, что он дома был. А если бы не было его, сейчас бы я перед вами не стояла. Потому что это собака такая, знаете, обратных тормозов не имеет. Кавказцы, они, если кинулись, если они почувствовали, если хозяин натравил, они могут, в общем, до конца рвать. И это страшные звери. Вот, и Карина куда-то делась. Я пошла искать Снегурочку, как в той песне. Расскажи, Снегурочка, где была? Ищу по дворам, стучу, нигде ее нету. На следующий день она сказала, что она убежала, пряталась в огороде у бабушки, потом решила домой пойти, потому что я другой дорогой ушла. Ой, вот так закончился наш эксперимент закончился с поздравлением. Мы очень много всего делали, у нас было очень яркое детство. Один раз взяли я, моя сестра, двоюродная сестра Жанна, как мы ее называли, порошок смеха. Там ей палец покажи, она там... У нее упала, сидим, смотрим «Всем селом» фильм. Она одела, значит, надела этот сарафан моей мамы. На нее он большеватый. У нее только грудь появляется, она ей сколько, 12-13 лет. И вот сарафан упал, а все напряженно смотрят на Луис Альберто и Марианну, и не до нее. Но я-то увидела, что она сидит, и у нее открыто все впереди. Я ей говорю, Жанна. Она на меня, чего? Я показываю, мол, посмотри туда. И она так посмотрела, вместо того, чтобы закрыть себя, как начала... И все повернулись, посмотрели. Вот такая была. Порошок смеха. Мы с ней вместе взяли халаты, с полотенцами так закрутились. Я видела, как рядом с нами было азербайджанское село. И мы пешком иногда с бабушкой через это село шли. Там рядом находится Квеши, называется. Маленький такой село городского типа. Там была аптека, там была детская поликлиника, и мы вот туда шли. И я много раз, когда мы проходили, я видела свадебные церемонии, похороны, и там мулла, который вот такой вот обмотанный, в общем, ходил, что-то читал. Я, конечно, не поняла, что это религиозный деятель, я подумала, что это богатый человек, поэтому он одет не как другие. И мы как-то дома скучали. Ой, такой ерундой занимались. И продавали какие-то
У нас же Транскавказская магистраль, мы там сели, продажей занимались. Но это ладно. И вот я всех одела в эти халаты, мы обмотали шарфами головы, как у того мулы. И через дорогу так поднялись, не прошли сразу, как я вам показывала, они рядом жили, а через дорогу, через ворота пошли. А племянники мои были маленькие. И он был маленький, и сестра только родилась. Пошли сватать мою бабушку. Они, конечно, узнали сразу, но эти же не узнали. И там еще пару женщин, которые не узнали нас, не поняли, кто это вообще. Мы пришли, я там этим бороду себе, значит, этой смолой или чем я там, золой, в общем, себе бороду, все, что положено. И пришла и говорю ей: мы, говорю, знаем, что ты хорошая женщина, пришли сватать за нашего Али. Он хороший мужик, у него 3 жены было, все умерли. 5 детей, 20 коров. Выходи за нашего Али замуж, не пожалеешь. Он богатый человек, очень хороший мужик. Ну, папка моя, конечно, подыгрывает, говорит: нет, 20 коров, вот если бы 30 было, я бы еще подумала. А у него огороды есть. И вот эти маленькие, они решили, что бабушка выходит замуж, и вот, в общем, ее забирают. И как начали плакать: на, бабушка, не уходи. А я говорю: ничего страшного, не переживайте, вы будете в гости приходить. Они еще громче плачут. Потом, в общем, моя бабка сказала: хватит, говорит, ерундой заниматься, детей пугать. Вот на свадьбе тоже так нарядились. Играли какой-то спектакль. Мы играли просто роли бабушек, прабабушек. У меня у бабушки была, маминой матери, большая грудь. Она все время говорила: если бы было что-то хорошее, Бог бы столько мне не дал. Она не могла, бедная женщина, себе лифчик найти по размеру. Не получалось. Дед мне, то есть мне дед в России наш покупал, и он у этих продавщиц спрашивал, говорит: вот у вас какой размер? У моей жены вот примерно такой. И они подбирали. Она шила себе эти лифчики. Так вот, Нет, у меня сестра играла бабушку, Софу, сувала себе вот эти вот, ну, в общем, подушки, все, что могла, чтобы побольше. Я играла прабабушка, Арусяк. А Жанна играла нашего деда, Рубика. И вот мы играли сцену, как они ссорятся. Как Арусяк говорит: ой, когда же Бог заберет мою душу? А бабка моя, вместо того, чтобы причитать, пошла бы подмела двор. И дед мой: принесите мне вино. И вот мы собирали всех, в общем, соседей, дядька мой, ну, в общем, кто там был у нас. И по вечерам давали спектакли бесплатные. И мы натурально играли. Они сами ухахатывались, как я там: ой, Господи, руки так в сторону: забери ты мою душу уже. Вот как можно такое яркое детство забыть? Никак невозможно. Я действительно благодарна судьбе, что у меня вот такое было детство, такой отрезок. Это настолько утешает душу. Что бы ни случилось, мне такое яркое дали начало. Надеюсь, что и конец будет яркий. Так быстро пролетает время, друзья мои. Я когда на похоронах тети своей стою, смотрю на нее, я ее не узнаю совсем, только по рукам. Вот руки ее, особенные пальцы, ногти, какие-то необычного размера. И я вот только по рукам понимаю, что это она. На себя настолько была не похожа.
не могу понять, как улетело это время так, что сейчас она уже ушла. Она все навеки сейчас закроет и спустит в землю, понимаете? Не откладывайте на завтра. Вот решили сегодня поехать, поезжайте сегодня. Решили сейчас сделать, вот сейчас сделайте. Решили кого-то послать из своей жизни, чтобы очиститься, посылайте. Не будьте удобные. Потому что с удобными людьми не считаются, потому что удобных людей ставят перед фактом. Удобным подарки не дарят, удобным не угождают. Ты и так обойдешься. И когда мы удобные пытаемся заслужить эту любовь и откладываем свою жизнь на потом, мы не замечаем, насколько мы становимся никем, растворяемся в желаниях других людей, и нас уже нету. Сохраняйте эту яркость. И вот я смотрела на нее, и у меня вся жизнь перед глазами, как мы прилетали ночью. Бабушка, вот этот забор, который стучались. Она ночью вскакивала в халате, быстренько бежит. Ой, вы уже приехали, а чё ж вы... Я думала, вы там через сколько дней приедете. Не было же тогда телефонов, чтобы звонить и говорить. Через кого-то передавали, что мы там скоро приедем. Я помню самолет, когда спускался, и ночной Тбилиси. Такие яркие воспоминания. Ночью в аэропорту мы едем, там кто-то из сельских у нас забрал. Ну, узнавали, приезжали, забирали. И вот это ночная трасса. Это мне казалось, что мы очень далеко живем от Тбилиси. Мы ехали час где-то. Сейчас я понимаю, живя рядом с Москвой, что такое час. Час с одного магазина на другой ехать. Дело в том, что рассказывать можно бесконечно. Потому что судьба каждого человека, который жил рядом со мной в нашем маленьком селе, заслуживает целой книги. Это были обычные люди. И не совсем обычные, потому что среди них были те, которые были герои Советского Союза. Даже дважды герои были. Один из них дед моей одноклассницы и подруги Соны, Хачатур, с типичным именем Хачик, что в переводе означает крест. Так называли крестоносцев. Точнее, христиан-воинов изначально. Они носили крест. Хачи. Кресты. А потом это слово перенесли, такое оскорбительное для всех нерусских, или с Кавказа, или с юга. На самом деле это означает крест. Христиане, одним словом. Два брата и дядя моего прадеда Саака, который был добрейшей души человек, очень любил мою прабабушку, очень был хороший семьянин, но очень строгий отец, как рассказывал мой дед. Я помню, я была маленькая, у них оставалось, когда у мамы была сессия. И я помню, как он там мне делал всяких игрушек, мастерил из дерева. Я помню, когда он умирал, когда собрались вокруг все родственники, и он ругал бабушку: хватит плакать, хватит, чтобы я не видел слез. Мы все уйдем, жизнь там. Здесь все временно, а там будет жизнь. Вот так он говорил. Мне хочется ему сказать: спасибо, дедушка,
Спасибо за ту любовь, которую ты мне дал и которую я пронесла сквозь всю свою жизнь. Потому что как меня любили они в детстве, так меня никто никогда не любил. Это была настоящая любовь, без условностей, бескорыстная. Просто потому, что я была. У них было огромное было дерево, тутовник. У них был дом на 2 брата, разделенный. Коровы, я их помню, с умными глазами, когда деда не стало, и продавали корову, чтобы бабушка переехала к своему сыну. И она плакала, эта корова, когда ее забирали, ее звали Марал. Такого темного цвета корова, шоколадного такого цвета. И огромные глаза, когда она плакала. Живые души. Их брат Арамаис женился на грузинке Ефемии. Пепел. Так сокращенно называли Ефимию. Ух ты, такая была Пепел. Вся такая огонек. Он ее очень любил. Очень переживал, когда она болела. Он так переживал, что раньше не умер. И все время говорил: я умру раньше тебя. Я не буду тебя хоронить. Я не хочу видеть, как ты умираешь. Вот такая была великая любовь уже старых, пожилых людей. И рассказывали старшие, что он с работы приходил, хватал ее, начинал целовать. Так он ее обожал. Это были люди, у которых была своя жизнь, своя любовь, свои переживания. Они пришли и ушли, как гости в этом мире. Мы все придем и уйдем, и пришли, и уйдем. И до нас уходили, и после нас придут, уйдут. Мы приходим сюда временно. Я бы с удовольствием рассказала обо всех их, потому что везде и всюду есть что рассказывать. Я просто хотела, чтобы осталось в памяти человечества вот это маленькое селение, жители этого села своими работами, подвигами, жизнью, любовью, радостью, болью, как и все обитатели этого мира. Навряд ли они предполагали, что вот эта маленькая девочка, которая такая вся шустрая, бегает туда-сюда, лягушек ловит, что когда-нибудь будет рассказывать про них огромные аудитории. Поэтому относитесь внимательно к каждому человеку. Вы не знаете, кто это перед вами: будущий писатель, актер, историк, ученый, хоть кто. Был такой смешной случай, когда американский космонавт все время спускался, и когда корреспонденты подходили к нему, чтобы брать интервью, он говорил: желаю удачи, мистер Питки. По-моему, Питки, да, он говорил. И вот каждый раз он: желаю удачи, good luck, мистер Питки. И однажды у него спросили, говорят: что за мистер Питки, которому вы все время желаете удачи? И он сказал: когда я был маленький, играл в саду, и соседи, муж с женой, ссорились, и она ему сказала: ты хочешь секса? Так вот, ты получишь секс, когда соседский мальчик полетит в космос. И вот он полетел в космос. И теперь каждый раз спускаясь, он желал ему удачи, потому что ему уже можно получить, поскольку сбылось пророчество его жены. Понимаете? Поэтому вы не знаете, кто там соседский мальчик или девочка, которая играется в песочнице.
кем станет этот человек, что предначертано ему, для чего его привели в этот мир. Это сейчас он маленький человек, но завтра он будет большой человек. И, может быть, он будет знаменитостью, и, может быть, будут ездить в ваше село, чтобы как бы увидеть, где он жил, как он жил. У нас недалеко есть селение армянское Хачен. Хаченцы, они из Арцаха корнями. Так вот, там был знаменитый писатель Лазарь, или на армянский лад Газарос Агаян. Знаменитый писатель, и на многие языки переведены его произведения. И вот там есть дом-музей его. Он оттуда, из этого селения родом. И вот знали ли эти сельчане, что когда-нибудь их односельчанин, обыкновенный парень, станет известным писателем, и в их селе будет дом-музей знаменитого их, значит, как там, односельчанина, предположим. Но я не думаю, что в Грузии будет дом-музей мой, он и не нужен. Он вообще нигде не нужен. Но, по крайней мере, о них узнали люди благодаря моему рассказу. Немного оживило их образы ушедших, навеки ушедших в эту тишину, вот этот могильный холод. Но души их, конечно, не на этой земле, точнее, поэтому там их тела всего лишь лежат, истлевшие. А души уже давно вернулись обратно к предкам. И, может быть, и наверняка уверена в этом, что многие из них оттуда слышат, узнают себя, и, может быть, им приятно, что о них вспоминают и говорят. У нас есть такая традиция, если во время застолья нечаянно коснулись и перевернулась рюмка с водкой или там бокал с вином, значит, нужно помянуть усопших. Значит, они хотят, чтобы их тоже помнили. Помнили как живых, что они присутствуют за этим столом. На этом, наверное, эту серию воспоминаний я завершу. И скажу спасибо всем, кто был в моей жизни. Мимолетом или сыграл свою роль, но был в моей жизни. В моей памяти вы все живые, вы все есть. Я помню до мельчайших подробностей черты вашего лица, характера, ваши голоса. Они не умолкли, они остались в моей душе и останутся, пока я нахожусь на этой земле. А потом навеки умолкнут вместе со мной. Всем удачи!